Приветствую вас, дорогие любители Азии, с вами снова я, Милена, и сегодня я вам расскажу о том, как азиаты любят менять свою шкурку, когда становится похолоднее, а точнее про сауны Азии. Будьте готовы узнать основную информацию, что это такое, с чем это едят и чего, в общем-то, стоит там бояться. Готовы? Поехали! Да, когда записываю уже третий раз, потому что камера 2 раза решила не снимать. Ну что же, начнем с того, что да, в Азии в основном достопочтенные жители ходят в сауну уже тогда, когда похолоднее. Летом они не особо ходят, потому что на улице, в принципе, сауна, да, будем логично размышлять. И как только наступает осень, они начинают активненько ходить в сауну. Стандартный азиат в обязательном порядке хотя бы разок сходит в сауну для того, чтобы снять лишний слой кожи, как змеюка какая-нибудь. Ну, то есть, как бы не хватает реально вариантов это сделать дома. Почему? Копеечку жалко. Тебе посчитают за воду, за тепло, за газ, за все. Поэтому они выбирают такой вариант, как сауна. Местами дешевле, местами не очень. Но сауны бывают разные. И их, в принципе, примерно 3 вида. Первый – это обыкновенная купальня, где есть некий бассейн, сидячие душевые, стоячие душевые и, возможно, целых 2 версии каких-то саун. Одна сухая, другая типа хамам или что-то в этом духе. Второй вид сауны позволяет вам встретиться с мужчиной на некой общей территории, потому что вам выдается одежда. На этой же территории находится и развлекательная часть, и сауны. Но в Японии там больше сауны и, в принципе, такое спа для души и тела, в редких случаях дополнительные функции в виде компьютеров, телевизоров, что перекусить и тому подобное. Да, это все находится вот в этой общей зоне, где вы можете и еще немножко попариться, как минимум в 3 видах саун дополнительно, но еще перекусить, насладиться и отдохнуть всеми красотами данной сауны и вот просто поспать даже, переночевать. И есть 3-й вид сауны, а это сауны, у которых есть свой собственный горячий термальный плен. Источник. Вы представляете, да? Это есть как в Китае, так в Корее, так и в Японии. То есть верить тому, что везде есть источник, конечно, не стоит, потому что иногда это просто ванна, в которой нахреначили разных химикатов, чтобы это было типа источником. Нет, действительно, нужно реально смотреть территориально, смотреть, грубо говоря, геологически, и уже тогда, да, это, скорее всего, будет источником. Настоящим, не сделанным в химическом варианте магии красоты. Нет, он будет стоить дороже весьма. Теперь по ценовой политике, чтобы вы понимали примерно. То есть первый вариант это будет купальня-ванна. Она вам обойдется где-то вот, до $9. Значит, с вариантом выхода в Зинзельбан, в зависимости от того, что это дорогая либо недорогая сауна, вам будет от 9 доступна цена до где-то 15. А уже с источником рассчитывать минимум на 15. Минимум на 15. Потому что источник стоит денег. Но как это выглядит? Как это, в принципе, происходит? Неужели вы просто взяли, пришли и все? Нет. От нашей бани явно отличается, я вам могу точно сказать. Вам, значит, выдается некий ключик. Вы сначала снимаете свою обувь, открываете, значит, нужный ящичек для обуви, кладете туда свою замечательную обувь, идете в сторону, соответственно, женской части. Тут мальчики налево, девочки направо, и не-не, а то сгремите в полицию, мои достопочтенные извращенцы. Это вам не аниме. Дальше вы идете уже в раздевалку для женщин, которая соединена с купальной-душем. Раздеваетесь и идете мыться. В моем опыте могу точно сказать, надо помыться в 3 захода. Пришли, помылись, попарились, помылись. Одели на себя то, что вам выдали, юката, то будет, если это вы в Японии, либо с этой замечательной футболочки с шортиками разных цветов. Девочки, например, зелененькие, мальчики голубые, да? И вот тут уже вы выходите в общую зону, потому что я только в такие хожу, чтобы выйти можно было в общую зону, и там продолжаете париться, потому что и в общей зоне вам будет доступно минимум 3 сауны. Минимум. Одна мега горячая, сухая, где-то так под 80-90 градусов. Другая где-то такая вот, знаете, солевая, каменная соль. Чтобы вы понимали, каменная соль, да? Она вот будет где-то от 40 до 60. И какая-нибудь каменная, либо деревянная. Каменная, я имею в виду нефрит, там, аметист, еще какие-то такие типа
минералы полудрагоценные, да, либо это будет вообще деревянная какая-нибудь сауна, абсолютно сухая. Это минимум, который вам будет доступен. А бывает гораздо больше, с дополнительными фишками, типа там, знаете, ионизирующее, вибрации тела, вибрации души, подключитесь к космосу аки египтянин и т.д. и т.п. Вплоть до римской сауны и хамам. Хамам у них здесь ни разу не получился. Только если в самой купальне. Вот там хамам получился. Правда, они не знают, что это хамам, но это ладно. Ну, какая разница. И вот вы выходите в эту общую часть, где можно и ножки поплескать. Там, по факту, целая вселенная заново рождается. Это тебе не просто сауна, где ты паришься. Там тебе, пожалуйста, и покушать, и закусить, и выпить, и телек посмотреть, и в компьютере поковыряться, если вдруг какой срочняк, и мангу почитать, полистать, и книжечки перевернуть. Мало ли, что тебе там хочется. Ты реально словно попадаешь в некий отель с какими-то дополнительными функциями в виде попариться в сауне. То есть вы не будете голодными. Минус, если вы попадаете, скажем так, не в современную сауну, деньги придется с собой тащить, а кармашек всего один. Если вы попадаете в более современную сауну, то у вас будет некий браслет, там же на нем ключик. И вот на этот ключик будет считываться все то, что вы там сделаете. Только при выходе вы уже заплатите деньги. Очень удобно. С собой деньги не таскать, чтобы они вместе с тобой не квасились, не порвались потом в конце концов. Но, конечно же, самое классное — это наличие онсена в любой из таких вот саун. Он, конечно, будет стоить дороже, и он стоит того. И как бы вот после всего вот этого вот вы пропарились и сняли с себя минимум пару-тройку лишних килограмм. А вы снимете это, если там примерно хотя бы часок-другой попаритесь, поскакав из одной сауны в другую, вы идете снова мыться. И вот тут с вас слезает уже дополнительный слой, о котором вы даже не догадываетесь. Но если вы хотите получить экстра шок, тогда вам надо обратиться к аджуме или аджучи, который дополнительно снимет вам еще. Когда вы уже будете, каким макаром, как снимут. То же самое происходит и в Японии. Ты никогда в жизни не поверишь, что, оказывается, можно было с тебя снять столько слоев кожи. Но предварительно лучше хорошенько себя проквасить часок-другой, чтобы точно слезло все. И вот после этих замечательных процедур твоя кожа будет как у младенца целую неделю. Процедура, конечно, стоит денег. Быстрый скрабинг вам обойдется в $5. Более длительный скрабинг вам обойдется от 20 до $25. За использование дополнительных каких-то маслов и так далее вам придется доплатить еще десяточку-другой. А если вы хотите еще и массаж с масками, ну, в общем, готовьтесь. Массаж вам точно на где-то час-другой вместе со скрабингом устроит, но вас так протаскают, так хрустят и продергают каждую мышцу, что вы будете просто новым человеком после этой сауны и в течение часа. Так что если вы вдруг не очень гнетесь в каких-то местах, не советую. Вас могут начать гнуть так, что вы никогда в жизни не поверите, что вы так могли. Но, опять же, есть и свои минусы даже в таком прекрасном месте, где вы можете снять лишний слой, помыть свою душу, очистить свое тело и вообще, в принципе, расслабиться. Даже там можно получить огромный шок. В купальне, в зоне для женщин, иногда они пугают тебя так, эти женщины. Знаете, вот ты вместе с ней зашел, ты снимаешь эту одежду, и она, не успев помыться, а ты же как бы понимаешь, что ты зашел, надо помыться, только после этого ты заходишь в ванну. Она может просто прям сразу плюхнуться в эту ванну. После этого в эту ванну уже не хочется. Они еще после этого
этого начинает на свое придаточное место прямо на пол садиться без сидушки своей собственной, знаете, там с дома принести, так чпок, все, чтобы все мое при мне осталось, да. После этого я в купальне, на самом деле, в воду не залазила ни разу. Только в Шинсейге я не видела, чтобы такое происходило. Там, видимо, стоимость все-таки говорит о своем, да. Но это был просто шок для меня. Впервые, когда ты там заходишь, у тебя сразу в голове прорабатывается: так, хрен бы с ним грибок на ноге, так еще и какую-нибудь молочницу заработать можно такой замечательный отжим. Почему-то, потому что она после того, как помылась, пошла, короче, своей же этой самой пятой точкой, села прямо на голый пол, где ты вообще-то прошел в своих носках, чтобы переодеться, раздеться и все такое. И тут так... У мужиков... О, ребята, у мужиков еще жестче. У нас тут был пара человек, которые там мимо прошли и сказали, что наша баня вообще отдыхает от той жести, которую они там видели. Ну и там присутствуют аджумы либо аджиши, которые вас с удовольствием поскрабят за дополнительную пенечку. То же самое и в Японии. Вас так отскрабят! И понятное дело, что за этим делом туда и ходят, даже иногда и летом, потому что снять с себя лишний слой кожи – святое дело. Стандартная какая-нибудь красавица ходит фактически раз в неделю. Нестандартная хотя бы раз в месяц. Но знаете, в сауне, если вы особенно на ночь остаетесь, есть свои таксы. В старые, стародобрые, добрые, замечательные, вы там спокойно можете переночевать, и поэтому многие опоздавшие там могут спокойно спать. Поспали, с утра помылись, уехали. Но иногда там бывают и парочки, и в принципе, чтобы вы понимали, сауна, когда там люди спят, разделяется на зоны. Женская зона, где люди спят, парочки и мужчины. И не удивляйтесь, если вы случайно забурились к мужчине на утро, что на вас будут пялиться какие-то такие волчьи взгляды. Вы не в той зоне спите, ай-яй-яй. Вы сейчас такие: боже мой, они спят в сауне. Да, прям на этом каменном теплом полу, а иногда не очень теплом. Кто-то прям в сауны бурится, где по 40-30 градусов. Кто-то прям так спит, потому что, в принципе, средний градус в общей комнате где-то по 30 с хреном. Да и тем более там можно перекусить, телек посмотреть. Ну что ж, дорогие мои, на этом моя замечательная история, трилогия о саунах заканчивается. Теперь вы представляете, что это такое, с чем это едят и как надо измучить бедную аджуму, если вы готовы отдать $25. Хотя не советую вам, конечно, брать полный пакет с массажем, вдруг вы не гнетесь там, где не гнетесь. Ну что же, на этом все. Ставьте пальчики вверх этому видео, оставляйте мне свои комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч, пока-пока! Я уже третий дубль снимаю. Я не помню, что сказала, а что нет. Первый раз камера не захотела снимать, второй раз ко мне тут вообще просто начали как-то приставать, и я даже не успела нажать на кнопку, забылась. И сейчас сидят и сверлят взглядами.